Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой интересный стильный кардиган, который под силу связать даже начинающим мастерицам. Он связан одним узором, который называется «Жемчужная резинка». На страницах своего канала я не раз демонстрировала изделия, в которых применялся этот узор. Сегодня он вот у нас целиком в изделии. Очень эффектный и красивый кардиган. И несложный, девочки. В современном таком стиле. Свободный крой, оверсайз. И у нас спущенный рукавчик, V-образный вырез. Пышный вот такой низ. Рукав называется епископ. Смотрите, видите? Вот этот вот характерный такой, манжета узкая, и вот здесь много-много полотна, да, такой широкий рукавчик у низа. У нас цельновязанная планочка. Я расскажу, как это все дело оформить, связать красиво. Вот. Ну, в принципе, очень эффектный, красивый. Давайте полистаем. Приближаю вам сейчас фотографию. Вот так он выглядит. Значит, смотрим внимательно. Все детали очень хорошо. Здесь вот вырез горловины, как связать, показано. Да? Обращаю ваше внимание, опять-таки, у нас, смотрите, как красиво идет здесь оформление. То есть у нас идет вначале планка цельновязная, затем у нас идет, видите, лицевая петля. У нас раппорт состоит из двух петелек всего, изнаночной и лицевой в этой резинке. И вот смотрите, лицевая петелька сопровождает нашу планку красиво, потом изнаночная петелька идет, и только, вот видите, и только во втором раппорте нашей резинки начинаются убавки. Вот. Как сделать эти убавки, я сегодня вам тоже все расскажу, так что я не думаю, что будут какие-то сложности. Вот вам очень укрепненно показываю. 4 пуговички у нас начинаются на равном расстоянии друг от друга. Здесь вот крайняя пуговка идет, прям в самом нижней части идет у планки. Кстати, редко так делают, иногда, чаще всего вот здесь есть какое-то расстояние, и потом уже пуговки идут, распределяются. А здесь вот прямо от самого низа. Так, ну что, еще давайте полистаем, что там у нас. Вот такая красота у нас спускается. Здесь топик уже такой, знаете, молодежный вариант. Кстати, у этой модели характерно еще и то, что ее можно носить на любой размер. Да? То есть подберите подходящий цвет пряжи и вперед. Быстро свяжется вещь. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот, в гардеробе каждой женщины никогда не будет лишним такой эффектный кардиганчик. Если хотите связать вещь ненапряжно, отдыхая, радуясь душой и телом, да, пожалуйста. Кстати, здесь можно себе сделать скос плеча. Я не делала его, но при желании вы можете его себе сделать, оформить. Для опытных вязальщиц особенно не составит труда. Для начинающих лучше вяжите по моему описанию. Да? Здесь вот может быть и есть скос плеча, не знаю. У меня есть небольшой окат, такой, знаете, вот я его здесь заметил на этом фото. Видите, здесь явно вырисовывается такой импровизированный окат. Поэтому я его тоже учла в своих расчетах и на выкройке. Сегодня у нас будет с вами выкройка. Я покажу, как это все дело
выглядит. Вот. Я не думаю, что будут какие-то проблемы при использовании и этого узора, и этой модели. Итак, мои хорошие, если вас все устраивает, вам нравится модель, вы полны желания ее вязать, давайте с вами приступим. Первое, что мы всегда делаем, это выбор пряжи, спиц. Затем у нас идет с вами, мы смотрим выкройку, я показываю вам описание. На сегодня я составила описание с 42 по 56 размер. Мы будем составлять описание. И, в общем-то, вяжем образец узора, рассчитываем плотность вязания уже конкретную, да, и я вам объясняю, как располагаются узоры. Все по выкройке я вам рассказываю, как строится расчет. Мы с вами рассчитываем прямо под камерой. Итак, мои хорошие, начинаем с выбора пряжи. Так, девочки, ну смотрите, для вязания выбрала я пряжу Alize Lana Cotton. 50 грамм, 160 метров. Состав ее 26% шерсть, 26% хлопок и 48% акрил. Спицы используем, девочки, 3,5. Цвет не стала называть розовый, очень красивый, очень хорошо скручена ниточка. Мне очень нравится, она мягкая, абсолютно не колется к телу. В общем, меня все в этой пряже очень устраивает. Видите, какая фактура нити? Немножечко такая рельефная. Для этого узора жемчужной резинкой очень подходит. Видите, да? Какой узорчик. Как он, его можно вытянуть, вот, а можно не вытянуть. Я вот здесь явно перетянула, а вот здесь, видите, не дотянула. Вот такую выкройку я постаралась, девочки, вам представить. Здесь нет размеров, спущенный рукавчик, импровизированный такой окат, да, как я смогла, нарисовала. Вот, в общем, рукав здесь полноценный, здесь вот он явно на 3/4 обрубленный, да, а у нас будет с вами полноценный хороший рукавчик в описании участвовать. Цельновязанная планочка, да, которая именно от низа начинается, то есть резинка у нас, как вы видите, сама по себе, а планочка с самого низа идет и вот так идет до самого конца. Здесь она, видите, да, продолжает вязать даже после закрытых петель плеч. Вот. Так что это тоже надо учитывать. Все размеры, длину, ширину будет, вы услышите, я озвучиваю. После того, как свяжем образец, рассчитаем плотность. То есть это вторая часть видео, приблизительно за 15 минут до конца видео. Я там очень подробно все рассказываю, описываю, показываю. Так, и вот такое, значит, на основании наших расчетов, вот такое получается описание. Как я уже сказала, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 размеры российские. Длина у нас будет 85, 86, 87. Давайте напишем 88. Я вначале не хотела делать 54, 56 размер, потом сделала, да. То есть у меня, видите, какой сегодня размах, да. Ну и вот это все описание вы почитайте под видео. Оно всегда выложено под видео в виде текста. В большинстве случаев выложены. Редко я не делаю описание такое текстовое, то есть просто так рассказываю по выкройке. А здесь вот стала всегда составлять. Я думаю, что когда вяжешь, инструкция под рукой – это самое лучшее. Я по себе, по практике знаю. Я тоже себе сейчас, если что-то буду вязать, составляю всегда такое описание. Представляете? Так мне проще, я уже привыкла. Так, ну а сейчас давайте приступим с вами к вязанию образца узора. Так, девочки, раппорт этого узора, называемого жемчужной резиночкой, всего 2 петли и 2 ряда. То есть вы можете набирать любое количество петель, кратное 2. И сейчас я покажу, как вязать эту резинку. Я ее уже неоднократно использовала во многих моделях. Но для тех, кто как бы только недавно на моем канале, я думаю, будет это полезно знать. Смотрите, кромочную, как обычно, снимаем. Первый ряд вяжем. Делаем вот такой накид. И петлю снимаем, не провязывая, вместе с накидом. Вот видите?
Затем идет лицевая. Все, раппорт связан. Второй раппорт. Делаем накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Следующий раппорт. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. 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 И так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем лицевой, если вы четное количество петель набирали. Переворачиваем на второй ряд. Второй ряд вяжем. Первая петля изнаночная, следующая лицевая вяжется вот вместе с накидом, то, что мы снимали петлю, да, и накид вместе провязывается лицевой. Снова изнаночная. И снова петлю, которую снимали, не провязывая, и накид вместе провязывается лицевой. Изнаночная, лицевая вместе с накидом. Изнаночная, лицевая вместе с накидом. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И так, девочки, до конца ряда. И в итоге у вас будет формироваться очень красивый, интересный узор. Эта резинка называется полупатентный. Вот. И заново повторяется раппорт узора. То есть опять кромочная, делаете накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, накид. И, девочки, так до конца ряда вяжем. Потом опять второй ряд. Ну, то есть понимаете, что такое раппорт узора, да? Сейчас наша задача сделать с вами влажную тепловую обработку образца. Я довязываю до конца ряд. У меня уже достаточно для того, чтобы эти измерения сделать. Вы, конечно, вяжите. Если у вас ниточка другая, нужно, конечно, плотность подтвердить для расчетов. А если ниточка очень похожа, спица у меня 3,5, да, видно под камерой, вот, то, наверное, можно и воспользоваться моими расчетами и не вязать образец, потому что очень простой узор, сами видите, да. Итак, влажная тепловая обработка. Горячим паром обдаем наш образец. Теперь наша задача все это дело потянуть в разные стороны. Вправо, влево. Он влажненький, податливенький. То есть мы должны представить, что изделие вы связали, и оно стирается, да, или как-то отпаривается. Еще раз продублируем, потянем все это дело. То есть после стирки ваше вязаное полотно в принципе будет вот так выглядеть. В принципе. Все. Растянули. Как смогли. Оставляем это все дело вот так сохнуть. В таком расправленном виде. Итак, наш образец высох, и наша задача с вами сделать расчет плотности. Укладываем наш образец, ну, вначале вот так свободненько, значит, расправляем, ничего искусственно не вытягиваем, девочки, все вот как есть, так есть, он лежит. Прикладываем линеечку и измеряем ширину. Итак, 14,5 сантиметров. 14,5, у меня 26 петелечек используется. 26 в образце разделить 14,5 сантиметров. Получается плотность, я бы сказала, 1,8. Ну, конечно же, мы округляем, да? 1,8. Отлично. Надо записать, чтобы не забыть. По вертикали.
Измеряем. 13 сантиметров. 13. И сколько рядов считаем? 28 рядков у меня получилось. И давайте 28 разделим на 13 сантиметров. Получается вот это число 2,15. Тоже запишем по вертикали. В одном сантиметре по вертикали 2,15 ряда. Вот такую выкройку я подобрала для того, чтобы нам, девочки, использовать. И, в общем-то, смотрите, у нас с вами спущенный рукавчик. Небольшой окат я сделала, такой импровизированный. Посмотрела, у модели он присутствует. Поэтому будем следовать модельчике. Да? Начинаем мы вязать со спинки. Спинка и полочки вяжутся отдельными деталями снизу вверх. Вот, начинаем с планки резинкой 1 на 1 на высоту 7 сантиметров. Вот, затем переходим на нашу жемчужную резиночку. Вяжем, 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 вяжем. Вырез горловины по спинке небольшой, на глубину 2 сантиметра. Об этом я рассказываю сегодня. В описании под видео будет выложена и высота указана. Теперь про ширину и про петельки, сколько мы набираем. Здесь я вот уже написала, что мы набираем, значит, для размера 42-44 91 петлю, для размера 46-48 99 петель, для размера 50-52 105 петель и для размера 54-56 111 петель набираем. Вот. И у нас с вами ширина. Самое главное всегда ширина. Значит, для первого размера 42-44 это 50 сантиметров. Умножаем на нашу плотность, которую мы с вами получили. То есть 50 умножить на плотность по горизонтали 1,8, получается 90 петель. Но мы берем 91, потому что жемчужный узор надо, чтобы было нечетное количество петель. Почему? Но чтобы начинался, например, с изнаночной и заканчивался изнаночной. Это красиво смотрится. Далее, что касается второго размера, я считала таким же образом. Умножаю сантиметр, 54 сантиметра на плотность по горизонтали, получаю 99 петель. Для размера 50-52 мы берем ширину спинки 58 сантиметров, и это 105 петель. И для размера 54-56 мы берем 62 сантиметра ширину спинки, и это 111 петель. Ну, как расположить, какой принцип, я вам только что сказала. Естественно, ничего этого я рисовать не буду. У нас раппорт составляет всего 2 петли. Да? Так, теперь что касается, что у нас тут по вырезу горловины у спинки. Таким же образом вот у меня первый размер указан, это 10,5, то есть это 21 сантиметр. Умножаю на горизонтальную плотность 1,8, получаю 37 петель. И дальше я сделала 39, 41, 43. Если считаете, что надо побольше сделать вырез, то, пожалуйста, увеличивайте вот эти петельки. И все, что осталось, это петли плеч. Да? Я уже посчитала 27, 30, 32, 34, в зависимости от размера. Далее переходим к полочкам. Здесь вот у меня левая, но я буду сейчас про правую рассказывать. Мне с правой легче работать, девочки. Значит, также мы вяжем с вами планку. Обращаю ваше внимание. Планка будет цельновязанная у нас. Вместе с полочкой вязаться. Поэтому начинаем мы вот такое количество 41, 45, 47, 51. Это от наших размеров зависят эти цифры. Вот я нарисовала схематично. Смотрите, прямо с самого начала, где у нас планка связана резинкой 1 на 1, мы вяжем кромочную, 9 петелек изнаночной. Вы видели, что цельновязанная планка вяжется как 2 ряда у нас идут изнаночных, затем 2 ряда лицевых, опять 2 ряда изнаночных, 2 ряда лицевых. Понимаете? 2 ряда изнаночных,
2 ряда лицевых. Дальше опять 2 ряда изнаночных, 2 ряда лицевых. И вот такая планка вяжется на протяжении всей полочки, всей высоты полочки. Она же будет вот здесь потом продолжаться, видите, как по выкройке, будет продолжаться дальше. Убавки у вас будут вот в самом узоре, то есть в нашей жемчужной резинке, а вот эта красивая планка будет вот так идти неизменно на 9 петлях. Но еще плюс 1 кромочная, то есть получается отсчитывайте 10 петель вместе с кромочной и затем приступайте к жемчужной нашей резинке вязать. 41 петелька у вас останется, 45 на 2 размер, 47 на 3, 51 1 петелька на 4 размер. Ну и кромочный, соответственно. Вот таким образом получается у нас распределение. Так. Дальше. Планка у нас с 5 сантиметров я запланировала. Ну, как я уже сказала, цельновязная планка это 9 петель составит плюс 1 кромочная, то есть 10. Что касается выреза горловины, я его сделала, да, по поводу длины изделия, общую длину я опять первый размер 85, это удлиненный кардиган, такой длинненький, 86, 87 и 88 4 размер. Эти мерки обязательно под себя, девочки, скорректируйте. Возможно, кто-то захочет короче, кто-то длиннее, рост у нас опять-таки у всех разный, да, обязательно требуется вот эти цифры скорректировать под себя. Прикиньте, вам это подходит или как. Дальше. Вырез вот этой горловины я сделала в высоту 23 сантиметра. Если мы 23 сантиметра умножим на плотность по вертикали, то есть 23 на 2,15, это наша плотность по вертикали, то получится 50 рядов. Всегда берется четное число. 50 рядов. Вот. И мы с вами вот что делаем. Нам надо будет для первого размера убавить 14 петель, для второго 15, для третьего опять 15 и для четвертого 17. Как определяла? Очень просто. Из-за вот этого количества петелечек, которые у нас на узор распределяются, да, вот мы будем вот здесь, смотрите, петли плеч вычислять. То есть у нас петли плеч по спинке и по переду должны идеально совпасть по количеству и по расположению узора. Прикиньте, пожалуйста, что если у вас по спинке заканчивается все изнаночным, то и здесь вам также по полочке надо будет начинать изнаночной петлей, да, чтобы соответствовали при сшивании плечика у вас, чтобы узоры совпадали красиво. Имейте это в виду, это очень важно. Пройму я сделала на высоту первого размера 20,5 сантиметров, вернее, ну высота проймы, да. Второй размер 21,5 сантиметра, третий размер 22,5 и ну, четвертый 23,5 сантиметров. Вот. Затем, после того, как вы закроете петли плеч, вы выполните все вот эти убавки. Я уже здесь расписала, и в описании под видео это будет выложено в виде текста. Там, где 14 петель, первый размер, делайте, чередуйте убавки по одной петле в каждом втором ряду, в каждом третьем, в каждом третьем и четвертом ряду, то есть чередуйте. Первую убавку сделали в третьем, вторую в четвертом, опять в третьем, в четвертом и так далее. Для второго размера и всех последующих в каждом третьем ряду. Петли закрывать должны на высоте спинки, петли по полочке должны на высоте спинки, то есть у вас длина изделия должна быть одинаковая и по спинке, и по полочкам. Это нужно учесть, потому что здесь вот в некоторых размерах может пораньше закончиться убавки, но вы должны количество рядов четко знать, чтобы у вас количество рядов спинки и полочки совпало, идеально совпало. Так, ну и теперь к рукавчику переходим. У рукавчика после манжеты
планка высотой 10 сантиметров, вяжется также резинка 1 на 1, здесь вот 7 было, здесь 10. Я посмотрела, она значительно больше у рукавчика. Вот, для планки набирали 46, 48, 50, 52 в зависимости от размера. Затем в последнем изнаночном ряду резинки этой равномерно надо прибавить 20 петель на все размеры. И у вас получится вот это количество петель: 66, 68, 70, 72. Вот, и небольшой скос у нас будет, для того, чтобы небольшой, очень небольшой. Для первых двух размеров по 4 петли получилось на скос, для второго, третьего 5 и 6 соответственно. Длина рукавчика у меня вместе с планкой 45 сантиметров. Вы эту мерочку для себя, пожалуйста, проанализируйте. Это усредненный показатель. Возможно, вам понадобится побольше или поменьше, наоборот. Здесь вот такой пышный, манжеты, такой пышный наплыв идет полотна. Поэтому, как бы, может быть, и достаточно будет такого размера, может быть, чуть-чуть побольше, или наоборот, вы не хотите пышный такой рукав. Его называют епископ. Вот, может быть, вы не хотите, сделайте обычный какой-то, да. Вот. И после того, как вы вот эти петли прибавите по каждому скосу, выполняются прибавки одновременно и равномерно с двух сторон. Вот. И у вас должно на спицах быть для первого размера 74, 76, 80, 84 петли. Также с учетом горизонтальной плотности посчитала эти петли. Вот. Небольшой окат на высоту 3,5 сантиметров, это 8 рядов у нас. Как я считала, и вот тут тоже, кстати, скос я считала, высота у меня 31,5 сантиметров, я умножила на плотность по вертикали 2,15, которую мы с вами считали, получается вот 68 рядов. Имейте это в виду, да? И затем те петли, которые необходимо мне было прибавить по скосу, то есть 68 я делила на 4, и у меня получалось в каждом 17 ряду прибавка. Все это будет расписано у вас в описании под видео, поэтому здесь я ничего не говорю, я вам просто на примере сказала, как высчитывала скос рукава. Вы также можете сделать. Повторяю, вот эту длину до оката умножайте на вертикальную плотность, получаете ряды. И те петли, которые вам надо по скосу прибавить, будет, вы должны 68 разделить на эти петли, на это количество петель. Получите ряды. В каждом 17-м, вот у меня получилось ряду, делайте прибавку. И так 4 раза. Вот. Затем окат рукавчика я тоже расписала, такой у нас квадратный. Получается окат чисто импровизированный, незначительный. Это 8 рядов. И здесь я сделала 4 убавки. 4 убавки, то есть по 2 петли вы убавляете. И все, что осталось, убавляете, закрываете петли на высоте 35 сантиметров, тоже в ряды переводите. Я перевела в описании, здесь не написала. Так, все вертикальные сантиметры переводите в ряды. Вяжете рядами, девочки. Здесь учет плотности у нас уже по вертикали. Мы его с вами тянули, помните, да? Чтобы ваше изделие не вытянулось чрезмерно, не стало вообще каким-то там супер длинным платьем, я вам рекомендую обязательно воспользоваться вертикальной плотностью. Этот узор жемчужный, он очень склонен вот к этому вот именно вытягиванию. Вы видели, как сильно вытянулся образец после вот этой обработки паром, да? То есть имейте это в виду, такое может случиться, если вы будете вязать и измерять сантиметрами. Не надо ничего измерять сантиметрами, это неправильно. Вот. Вам обязательно нужно измерять все рядами, считать ряды. То есть то, что у вас будет в инструкции по описанию, то вы должны воспроизводить в реальности. Но на этом я заканчиваю свои объяснения. Желаю вам удачи и до новых встреч!